Здравствуйте, друзья! Сегодня покажу вам, как легко сделать приспособление для нарезки косых отверстий и также как легко сделать фрезу для этого. Я просто повторил приспособление от Craig, которое лет 25 назад популяризировало эту идею и сделало ее доступной всем столярам. Давайте посмотрим примерно размеры и я покажу вам, как легко это сделать. Замерил я длину втулки, она оказалась где-то около 45 мм. Внутренний диаметр около 9,5 мм. Угол уклона, как есть на всех остальных приспособах такого рода, 15 градусов. Я сейчас вам покажу. Обнуляю, ставим угломер, получается точно 15 градусов. В данном случае Craig ничего нового не придумал. Они просто сделали хорошую фрезу, сделали хорошие винты, саморезы. Таким образом, старую идею, которая раньше была доступна только в больших столярных мастерских и на заводах, удешевили ее значительно. Теперь ей все пользуются. Отмерил я от края. Получилось где-то около 18 миллиметров. Потом прорисовал центр. Распешку отверстия делаю примерно такую же самую. 2,4 где-то. На сверле я отметил 4 сантиметра ровно глубина сверления. 5 миллиметров она еще свисает на Craig. То есть длина втулки ровно 45 миллиметров. Я сверлю 40 миллиметров отверстия глубиной ровно. Теперь мы 45 миллиметров длиной две втулки нарежем из алюминиевой трубочки. Возьмем их на эпоксидку, слегка их поцарапав до этого. Они как бы будут держаться на эпоксидке, также они будут упираться в ступеньку. Когда мы просверлим первое отверстие, то мы просверлим древесину. Здесь я чуточку просто поровнял под 15 градусов. Теперь я древесину уберу лишнюю, которая была там, на той стороне. Ну и сейчас немножко зашкурю это дело все. Как вы видите, оно все аналогично выглядит. Немножко почистил эти края, чтобы оно выглядело как на фирменной приспособе. Длина вот от конца этой втулки ровно 60 мм до края. Это длина, и я такую же самую себе отрежу, потому что это самая частая древесина, которая используется где-то 18-20 мм толщиной. И вот она как раз будет ставиться на край. Небольшие доработки. Покрою ее танговым маслом. Чисто так для красоты. Теперь поговорим немножко, как я сделал фрезу. Сразу оговорюсь, что метод этот я придумал сам, не знаю, насколько он безопасен, думаю, что он не очень безопасен. Что я сделал, зажал двумя зажимами на резиновый коврик болгарку. Также я хомутик толстый там еще прихватил ее к столу для безопасности. Потом отмерил глубину погружения, точно такую же, как на простой фрезе, что составляет около 13-14 мм. Потихонечку, чтобы не перегреть сильно фрезу, стачиваем этот наконечник. Для безопасности лучше поставить педаль под болгарку, чтобы если вдруг что-то пойдет не так, ногу быстро убрать, чтобы она сразу остановилась. Потом немножко ее довел на гриндере. Надо сделать так, чтобы такие вот как зазубрины были здесь, чтобы они цеплялись за дерево. И теперь попробуем проверить, как она у нас будет работать. Фирменная фреза и самодельная. Погружение на 17 или 20 миллиметровую фанеру или доску у нас будет 8,8 сантиметра от ограничителя до ступеньки. Сразу скажу, что фирменная фреза шла полегче, моя все-таки шла немножко хуже. Надо будет немножко доработать наконечник сам, подточить его получше. Ну и фанера это была довольно жесткая. Там, как видите, прослойки такого темного дерева. Но когда мы все это дело откроем, то вы увидите, что никакой нет абсолютно разницы. Фирменная фреза, не фирменная. Отверстия идентичные просто. Если я вам не скажу, вы даже не будете знать. И давайте прикрутим. Я не почувствовал никакой разницы. Использовал я фирменный Craig или использовал я фирменную фрезу. Когда закручиваешь винты, нет никакой разницы абсолютно. Я ее снова разобрал и покажу вам выходные отверстия прямо посерединке. Отлично. А входные отверстия тоже практически посередине. А снизу все нормально, ничего не вышло. Что и требовалось доказать. Соединение сделано правильно.
И в заключение пару идей, мыслей, что бы я сделал по-другому, если бы делал еще раз. Скажем, если бы я делал это заново, то я бы сначала сделал 15-градусный скос здесь, а потом уже сделал отверстие для втулок. Оно бы просто смотрелось немножко красивее, и трубочки так и торчали. Но это чистая косметика, ни на что не влияющая. Все остальные размеры в точности повторены. Такое отверстие можно сделать, если там будет вас забиваться. Но я посмотрел, что на некоторых крэговских приспособах оно было, на некоторых не было, поэтому решил, что это не так обязательно. Если бы я делал заново, то постарался бы найти более длинное сверло, потому что, как видите, там едва хватает его. Потому что от ступеньки до втулки должно быть около 8 мм для средней заготовки. Надо немножко потащить будет мою фрезу, так как она заметно хуже сверлила, чем фирменная. И использовать лучше подобный шуруп. Если там есть зазубрина такая, то уменьшится вероятность скола. Чтобы главное была плоская шляпка. Более мелкий шаг для твердой древесины и более крупный шаг для мягкой древесины. Такие вот продаются пробочки на 9,5 мм. Их самому легко сделать. Их можно использовать как декоративный элемент, если сделать из контрастирующего материала или древесины. Достаточно красиво смотрится. Пару слов скажу о большой приспособе, скажем так, стационарной, что в ней хорошего. Это еще старая модель. На этом боковом упоре есть отметки для того, чтобы сдвигать втулку, ограничитель. Для, скажем, 20-мм фанеры ступенька идет на 8,8 мм. Если это 15 мм, то она немножко сдвигается в сторону ступеньки, втулка ограничительная. И наоборот, если более толстая заготовка, то дальше в сторону дрели сдвигается. Если заготовка более тонкая здесь, то, как видите, такая ставится ступенька. А если более толстая, то наоборот, там ставится вставка. Это, опять же, повторюсь, старая приспособа. В более современной стоит шкала, и она вверх-вниз двигается еще на зажимах. С другой стороны, вы видите, отверстие все-таки есть, для того, чтобы стружка сыпалась. И в более современной версии тут еще такой колпак стоит, и подключаешь к нему аспирацию. Здесь есть 3 отверстия. Лучше сверлить по очереди, когда вам нужно только одно отверстие, чтобы оно не нагревалось. Чтобы сохранять фрезу дольше, немножко масла обычно капают. Вот примерно так, ребята. Спасибо за ваше внимание. До свидания.